Откройте любой паблик или форум, и вам скажут, программирование это лучший выбор в жизни. Работаешь с пляжа под пальмой, тыкаешь 3 кнопки в день, а компания закидывает тебя деньгами. Так долго продавали эту сказку, что в IT пошли абсолютно все, от вчерашних строителей до сегодняшних юристов. Но, если вы откроете реальные форумы программиста прямо сейчас, то увидите совсем другую картину. Люди отправляют по 500 резюме и получают 0 ответов. Нейросети пишут код за секунды. А те, кто все-таки устроился, сидят с дергающимся глазом и молятся всем богам, чтобы их не сократили. Так что же происходит на самом деле? Стоит ли вообще лезть в кодинг прямо сейчас? Или эта лавочка окончательно закрылась? Так что обязательно досмотрите до конца это видео, прежде чем покупать очередной курс в IT за 2 недели. Примерно 5 лет назад достаточно было знать, как работает цикл for или while, чтобы тебя оторвались руками. Сегодня на одну вакансию джуниора налетает толпа из 500 выпускников онлайн-школ и университетов. Работодатели зажрались. Они хотят, чтобы 20-летний новичок имел 5 лет опыта, знал 3 языка, базы данных и умел летать в космос. Пробить эту стену без связи или сильного везения стало невероятно сложно. Добавляет масло в огонь также горячо любимый AI. Да-да, нейросети не заменяют программистов полностью, это пока что, но они уже уничтожили пласт простой работы. То, что раньше поручали стажеру за деньги, написать простенький скрипт или сверстать форму, теперь бесплатно за 5 секунд делает ChatGPT или Claude. Зачем маленькому стартапу или большой компании нанимать зеленого новичка и тратить время на его обучение, если сеньор с помощью AI теперь может делать работу за троих? Я думаю, вопрос риторический. Также программирование это чертовски скучное и вредное дело. Вам обещают творчество, но львиная доля времени программиста это не создание метавселенной Цукерберга, а ковыряние в чужом кривом коде. Ты часами ищешь, почему из-за одной пропущенной запятой падает весь сервер, к примеру. Бонусом идут сорванная спина, посаженное зрение и ментальное выгорание, и к вечеру твоя голова похожа на раскаленный чайник. Ладно, я нагнал жути и в некоторых местах сутрировал, но давайте взвесим вторую чашу весов, почему, несмотря на весь этот ад, люди все еще туда рвутся. Во-первых, деньги. Да, джунам сейчас платят копейки, но как только ты переходишь черту мидла, а это 2-3 года реального опыта, твоя зарплата взлетает в космос по сравнению с любой другой средней профессией. В IT все еще крутятся самые большие легкие деньги, которые можно зарабатывать головой, а не тяжелым физическим трудом. Во-вторых, это свобода и удаленка, или гибридка, как кому повезет. Как бы компания ни пыталась вернуть всех в офисы, IT остается самой гибкой сферой. Тебе не нужно вставать в 6 утра, стоять в душном метро и отчитываться перед начальником, почему ты опоздал на 5 минут. Ты можешь работать из дома, в трусах, попивая чай, а если выучишь английский, можешь работать на зарубежный рынок, живя в любой точке мира. В-третьих, это по сути колдовство. Программирование это магия 21 века. Ты буквально из чистого текста из ничего создаешь работающие продукты. Приложение, которым пользуются миллионы, игра, в которую залипают подростки, сайт для крупного бизнеса, все это создается. Это дает невероятное чувство контроля и понимание того, как устроен современный цифровой мир. Так все-таки, как понять, к какому лагерю относитесь вы? Программирование это не то для вас, если вы идете туда исключительно ради денег. Если вас тошнит от вида кода, если вы не готовы сидеть по 8 часов на одном месте и постоянно учиться, в IT нельзя выучиться один раз, к счастью или к сожалению. То, что было актуально 3 года назад, сегодня уже устарело. Если у вас нет усидчивости, то выбросьте это через месяц. Но программирование это топ, если у вас инженерный склад ума, если вам нравится решать головоломки, докапываться до сути вещей и строить сложные системы. Если вы ловите кайф, когда код, который не работал 3 часа или 3 дня и наконец-то запустился и скомпилировался, для таких людей и стал не угрозой, а крутым бустером, который убирает рутину и позволяет творить еще быстрее. Так каков итог? Халява в IT вроде как закончилась, золотая лихорадка, когда брали любого человека с улицы, тоже официально мертва. Сегодня программирование это сложное, конкурентное и, как бы это избито ни прозвучало, по-прежнему одна из лучших и перспективных профессий в мире. Также у вас, скорее всего, должен был в конце возникнуть вопрос, стоит ли сейчас вкатываться в IT или все-таки поезд ушел. По моему скромному мнению, естественно, надо пробовать, если ты не пробуешь, ты никогда не узнаешь, подходишь ли ты в этой профессии. В любом случае, даже если не подойдет, человек всегда может извлечь из этого опыт. И ставьте лайк, если видео дало вам пищу для раздумий. И подписывайтесь на канал, здесь мы говорим про IT. До скорого.